Привет, друзья! Начинаем мы новую интересную серию видео на канале Левитов Чес. Посвящена она будет матчам Магнуса Карлсона, по крайней мере, двум его матчам с Фабиано Каруаной и с Яном Непомнящим. Выбор такой, потому что на этих матчах я ему помогал, и наконец-то, в отличие от чемпионатов СССР, мне есть что рассказать от первого лица. Тема эта, мне кажется, интересная. Как-то книг вообще стали писать меньше, да, то есть много замечательных матчей было сыграно даже просто, если сказать, в 21 веке. Как-то не сказать, что так они детально проанализированы, по крайней мере, для любителей шахмат, да, то есть было много там интересных трансляций, люди писали какие-то 7-минутные обзоры, но каких-то больших таких трудов не было. Вот Владимир Борисович рассказывал на нашем канале про свои поединки, вот про матчи Магнуса, в общем, мы с Ильей подумали, что тоже будет довольно интересно. Первая серия будет про матч 2018 года с Фабиано Каруаной. И первое видео я подумал, что надо на самом деле сделать такое немножко как промо, да, что ли, то есть какой-то такой своего рода вступительный дать объем информации. Надо как-то попытаться в 2018 год перенестись. Да, и мне надо попытаться вас как-то перенести и рассказать, что тогда на самом деле происходило. То есть 2018 год, Магнус 90-го, Магнусу 28 лет. Магнус номер 1 в мире по рейтингу. Фаби на момент матча на самом деле, это вот очень важный момент для именно полного погружения, Фаби второй шахматист мира. И их разделяет что-то типа, по-моему, я не помню, может быть 7 пунктов. То есть на самом деле такого не было очень много лет. Фаби выиграл там, мне кажется, в том году 3 супер турнира. Фаби выиграл претендентский, Фаби очень сильно замечательно играл. И вообще-то матч выглядел неясным. И вообще-то, если Фаби выигрывал одну партию в классику, он становился просто номером 1 рейтинга, да, чего, как мы знаем, не произошло, и впоследствии потом тоже не произошло. То есть так никто эту первую строчку у Магнуса и не отнял, даже на сутки. Но вот так близко, как Фаби тогда, по-моему, особо никто и не подходил. Мне кажется, вот столь же близко подходил, кстати, тот же Фаби. В какой-то момент, по-моему, где-то вот они играли, что это была похожая партия, что Магнусу именно ему нельзя было проигрывать. Я на этот матч попал, то есть мне тогда, мне 22 года. Я только как-то начинал, не то, что только начинал, но, в принципе, я только понял, скажем так, для себя, как в целом надо заниматься шахматами, или, по крайней мере, сформировал какую-то там точку зрения свою. По этому поводу я занимался много тогда с Борисом Гельфандом, то есть во многом мое вообще восприятие того, как надо работать, оно, конечно, сформировано Борисом. И я, честно говоря, вот по всему, что я видел и в плане там этики рабочей, и в плане там поиска идей и всего остального, я, честно говоря, возьму со смелость сказать, что мне кажется, что действительно вот ровно так и надо. То есть, мне кажется, вот как работает Борис, это в целом, в кавычках, можно сказать, как бы правильно, с моей точки зрения. И вот у меня, в общем, был такой опыт где-то, наверное, уже работы с ним где-то 1,5-2 года, причем мы работали именно вот в формате взаимовыгодном, да, то есть не то, что Борис меня тренировал, такого никогда не было, мы именно вместе готовились к турнирам, там вместе искали идеи, да, кто применит, тот применит. Играли плюс-минус одни и те же дебюты, и я в них, в принципе, ориентировался довольно неплохо. И вот как-то меня заметили. Это характерно, кстати, для Магнуса, то есть вообще про Магнуса и его команду я бы хотел сказать, что вот мое очень сильное такое впечатление от них именно в плане эффективности расходования денег, я бы сказал. То есть понятно, что Магнус там со старта все сложилось неплохо, понятно, что деньги всегда были, но они на самом деле всегда умели их тратить очень, мне кажется, умно. То есть они, с одной стороны, не жадничали, то есть там, насколько я знаю, в целом там гонорары в команде Магнус, там, скажем, мои, они были, я так понимаю, даже заметно выше средних, хотя вот даже первый матч, по большому счету, я был никто и звать меня никак, и мы даже толком не были знакомы, но вот все равно как-то решили, что им это нужно. И во-вторых, у Магнуса на сборах на самом деле побывали все практически люди, которые его хоть как-то минимально интересовали,
То есть, кстати, некая закономерность, может быть, такая, что, в принципе, ближе всего к нему подбирались люди, которые там на сборах не были. То есть, например, там Корякин вышел на матч, да, и Фаби, вот они к нему не ездили. Но из остальных людей там проще сказать, кого там не было. То есть, они выписывали себе, если можно так сказать, да, если это не прозвучит оскорбительно, они выписывали себе на сборы Динго. Туда приезжал совсем молодой, там, 15-летний примерно Алиреза. Там, понятно, что с Яном Непомнящим просто всю жизнь они приятельствовали и где-то занимались. То есть там, ну, в общем, самые разные были шахматисты. Магнус всегда мог себе позволить, у него вот это очень хорошая, мне кажется, черта. Он, может быть, не такой творческий, но он очень хорошо учится, и он учиться умеет. То есть он прекрасно понимает, что вот как только появляется кто-то, кто что-то делает, чему он хотел бы научиться, вот этого человека просто звали на сборы, и Магнус учился. То есть если брать, например, меня, мне кажется, тоже очень в целом грамотно, то есть вот что от меня можно было взять, вот он все, в принципе, очень быстро там за 2 этих цикла, то есть вот этот первый цикл подготовки к Фаби, это там с нуля практически, да, вот мы ставили весь мой репертуар, мы ставили Челябинский, ставили английское с кучей идей, то есть он в следующем году, как раз в 2019, у него там один из лучших, или, может быть, лучший год карьеры. Он выиграл все на свете, во многом благодаря, кстати, этим анализам, очень интересным, дебютным. И в целом благодаря вот, ну, тому, что он эти позиции понимал все-таки заметно лучше остальных. В том числе, наверное, благодаря нашей работе, то есть мы очень много их смотрели. И потом следующий матч, вот мы уже ставили Каталона, и тоже в Каталоне он выиграл очень много важных партий, и, в принципе, ну, он разумно, наверное, рассудил, что вот у меня особо взять, может, больше и нечего. То есть он, и также он, наверное, подходил ко всем остальным, то есть это очень здраво. Я помню как-то, вот, Борис Гельфанд как бы отвечал на такой вопрос про Крамника, что у него спросили, что кто лучше знает дебюты, вы или Владимир Крамник. Борис ответил, что дебюты, которые я играю всю жизнь, знаем одинаково. Вот я примерно то же самое могу сказать, то есть Магнус очень быстро всегда учился, понятно, что бешеный талант, он очень быстро чувствовал нюансы и начинал схватывать, и вот да, ну там, наверное, есть 3-4 дебюта, которые, как мне кажется, вот он в целом играет, вот поскольку я всю жизнь их смотрел, вот примерно как я ему и объяснял, он так их играет. Ну, может, я и объяснял не так плохо. Справедливости ради, он на меня тоже, кстати, повлиял, то есть я тоже чему-то научился, весь там комплекс вот Е4 и Е5 черными, я стал играть на уровне идей вот именно там по чертежам Магнуса, то есть он их довольно схематично играет, я начал понимать, что он делает, и, в общем, тоже мне это помогло. В общем, как-то вслепую практически мы договорились, я приехал на первый сбор был в Паланге в Литве, это было удобно, потому что главный такой лидер и символ команды Нильсон там в Вильнюсе недалеко живет. Всем удобно, Магнуса на этом сборе не было вообще, то есть у нас обычно было 3 или 4 сбора, один из которых был без Магнуса, и остальные с ним. Без Магнуса, как правило, была Паланга, потому что Магнус разумно считал, что если надо один пропустить, то он пропустит не самое интересное место. И, в общем, вот я как-то приехал, мы познакомились, и в тот же день как-то сели что-то обсуждать и заниматься. И началась работа. Теперь к дебютным чертежам. Дебютные чертежи к этому матчу были такими. То есть я, помимо наших планов, я буду именно показывать состояние теории на тот момент, потому что, на самом деле, ну, многие вещи сейчас, наверное, могут показаться немножко наивными, но мы будем ориентироваться на то, как все виделось в 2018 году. С черными мы на Е4 планировали основным дебютом Челябинский. Собственно, в итоге ровно в Челябинском вся битва и развернулась. Потом, кстати, меня в принципе удивило, что есть какое-то, видимо, такое поверье, что с Магнусом надо почему-то ходить Е4 именно. Да, то есть Фаби просто во всех партиях Е4 ходил. Ян, не помнящий потом в матче, но, по-моему, он где-то уже, может быть, при -2 там c4 пошел, но, в принципе, тоже, что упор был именно Е4 и пытаться как-то пробивать какой-то там выбранный основной дебют. На самом деле, мне кажется, против Магнуса эта стратегия не очень умная. То есть, мне кажется, мы всегда, по крайней мере, больше переживали, что где-то проверят вширь, где-то проверят память, где-то проверят там что-то, может, не совсем корректная, а вот как раз тоже будут выходить в одну и ту же позицию по первой линии, мы боялись меньше. Справедливости ради, команда Фаби это делала очень хорошо. Ну, вот на тот момент, значит, Челябинский выглядел как? Конь F3, конь C6. Теперь, да, ну, есть ход конь C3, есть ход слон B5, есть ход D4. На конь C3 мы тогда планировали, ну и всегда, в принципе, планировали играть E5. То есть я тут играл G6,
И там, ну, что-то мы тоже посмотрели. G6 это вот наш с Борисом был тогда как бы полу такой. Ну, не тоже фирменный, то есть так играла толпа людей. Но, в принципе, мы тут кучу сыграли важных партий. Что как-то мы начали с того, что я в какой-то момент здесь поделился с Борисом какими-то идеями в D5. Мы их доводили до ума потом. Потом мы вместе очень много смотрели и играли в ладья E8. Борис потом и в D6 каком-то там драконе тоже какие-то важные линии нашел. В общем, тут мы были на передовой. Мне, тем не менее, сказали, что это как бы остренько, и что вот с Магнусом лучше в целом ориентироваться на какие-то позиции попроще, и мы собирались играть вот эту главную как бы теорию. В принципе, тут ничего особо с тех пор не изменилось. Такая-то какая-то странная смесь, я не знаю, испанской и итальянской. Там пешка на c5 стоит, у черных очень крепкая позиция, Магнус очень хорошо эти позиции играет. И, в общем, мы особо здесь не переживали. Это проход конь c3, он в матче не был сделан, в принципе, там никакого развития не было. Дальше, ну, главный ход, конечно, мы считали слон b5. Значит, слон b5, мы собирались ходить g6, e6 мы что-то смотреть пытались, но, в принципе, у меня был репертуарный ход g6, я тогда предлагал, поскольку Челябинский в целом был моей идеей, как бы мы изначально начинали смотреть то, что играл я все-таки ориентировался на g6 и на слон бьет 6 dc. Тут вот забавный довольно момент, то есть тогда теория была смешная, что тут, значит, белые ходили что-то типа d3, слон g7, как-то h3, конь f6, конь c3. И вот здесь была первая такая наша идея большая, что я как-то изначально с этой идеей там приехал, мы доводили потом до ума, долго проверяли, что вот играть конь d7. Эта линия будет в первой партии, мы в итоге от нее были в восторге, то есть мы считали, что это линия А на победу, то есть она к очень сложной борьбе такой ведет. Черные на самом деле будет много позиций, где черные будут вообще, то есть если белые как-то там начнут f4 готовить, как Фабий ходил, будет много позиций, где черные вообще побьют e, будут ходить g5, и короля может отправить вообще в длинную, там конь через f8 идет на e6, очень такая богатая сложная игра, мы были очень довольны, но я единственное поинтересовался в какой-то момент, я говорю, ребята, а все-таки что, если здесь с рокировки начать? И, скажем, там на конь f6 пойти конь c3, потому что, ну, как бы h3 ходит, чтобы не было слон g4, но на самом деле после слон g4, h3, слон бьет f3, ферзь бьет f3 у белых получше, причем так, ну, довольно очевидно получше. Это и в Берлинах есть похожая, да, позиция, то есть там этот конь где-то потом идет там через d1, может, на e3, на c4, слон на f4, у черных сдвоенные пешки, но просто у белых лучше немножко структура и довольно комфортный перевес. Мне сказали, что не пойдут они так. Я говорю, ну, а все-таки если пойдут, то что? Не пойдут. Самое смешное, что ребята оказались правы. То есть, действительно, Фаби на старте играл h3, конь c3. Мы с ним, кстати, обсуждали не так давно в личном разговоре, то, что вот как там мы по ходу матча обе команды там разбирались в этой теории, то есть компьютеры были намного-то слабее. Вот. И то, что вот порядок h3, конь c3, он на тот момент считался абсолютно основным. То, что он на самом деле глупый, ну, я уже как понял до матча, они вот поняли там не сразу. Потом, на самом деле, Фаби, да, то есть он начнет здесь делать рокировку, и мы там будем играть какую-то линию с ферзь c7, она перед матчем тоже была готова. Глобально на уровне идей вот мы считали, что и Магнус так тоже чувствовал именно интуитивно, что в принципе мы хотели быть черными и ориентироваться на позиции, где черная пешка встает на e5. То есть в целом в этом дебюте, ну, в моем понимании, вот все эти линии, они делятся на позиции, где белые ставят пешку на e5 и черные ставят пешку на e5. И то, в принципе, возможно. То есть тогда, например, вот вместо этой нашей линии главной теории здесь был, по-моему, ход конь e8. Ну вот белые как-то ставили e5, черные там этого коня через c7 ввели на e6. Белые начинали там где-то конь e4, что-то приближаться на королевском. Вот мы на уровне идей такого рисунка хотели избегать. То есть мы хотели, чтобы у нас черными стояла пешка на e5. У этого есть там свои плюсы, свои минусы. Но вот как рисунок мы везде ориентировались вот на это. И в Рассалима, в общем, нам казалось, Рассалима это вариант, который начинает с хода слон b5, нам казалось, что мы плюс-минус готовы. И в этом Рассалима как раз на самом деле довольно много партий в матче было сыграно. Следующий вопрос, собственно, сам Челябинский. Сам Челябинский на тот момент выглядел для нас так, что вот конь f6, конь c3, e5, конь b5, d6, и нам как раз повезло. Ну, как повезло? Нам повезло, что мы работали. Но я тогда как раз приехал именно с мыслью, что я говорю, ребята, мне кажется, как ни странно, тут очень серьезный ход конь d5.
То есть на тот момент, ну сейчас это вообще ход главный, наверное, в этой позиции, можно сказать, на высоком уровне. Тогда он только-только появлялся, там было буквально несколько, мне кажется, партий, кстати, будущего секунданта Фабия, Гриши Опарина. Гриша эти позиции как-то трактовал так, ну, не было там по партиям, скажем так, прям ощущения, что это игра на мега-перевес, то есть скорее вот казалось, что белые так выходят на борьбу. Я на самом деле, нам повезло, я тогда уже успел эти позиции немножко подвигать и понять, что вообще это довольно как бы непростые линии. Это невероятно богатая позиция, на самом деле она такой и сейчас остается, несмотря на очень сильные компы. Мы очень много ее смотрели, тут были дебаты, они в принципе и по сей день идут, что можно ходить на b8, можно ходить на e7. На b8 ход как бы такой более, наверное, что ли, надежный, да, с более такой солидной позиционной основой, то есть там конь где-то идет на d7, слон e7, нормальная расстановка, а я вот агитировал играть конь e7, и потом играть конь g6, и как-то там сразу пытаться напрыгивать на королевском. И в конь e7, например, у меня уже тогда было много довольно там интересных идей, я по ходу матча буду их показывать, но главная идея хода конь e7 была в том, что в принципе компьютер здесь как бы давал белым большой довольно перевес, и у нас было много таких вот именно за счет глубоких анализов, у нас были какие-то такие аналитические ловушки. То есть мы знали, что где-то компьютер пишет перевес, и потом вот у нас есть супер идея, и на самом деле оценка обрушится. То есть конь e7 был такой ход, больше направленный на то, чтобы, ну, продемонстрировать, что ли, лучшую именно аналитическую подготовку. Не случайно, кстати, Магнус там потом пойдет, вот конь g6, h4, h5, и весь мир будет обсуждать, что как же так там, как же ход h5 не был посмотрен, но на самом деле мы потом там к этому всему придем. Но на самом деле неудивительно, что не был. В общем, короче, вот конь d5 так сложилось, что вот обе команды уже догадались, что вообще-то это очень интересное направление за белых. Фаби будет играть в этом матче конь d5. Несколько партий. Партии эти будут безумно интересными. Мы там где-то зевнем, кстати, какие-то отдельные идеи. Но вот на тот момент, в общем, конь d5 был такой очень редкий вариант, который мы уже понимали, что является очень серьезным. И вот команда Фаби понимала тоже. То есть, в принципе, вот в этом конь d5 во многом решалась судьба, ну, не матча, но вот вообще все наши черные, они уперлись вот в Челябинский с конь d5 и в Иерусалима. По большому счету, d4 Фаби не пошел ни разу. Сейчас, кстати, можно уже рассказать, что, как ни странно, на d4 мы готовили тогда основным дебютом Грюнфельд, потому что я играл Грюнфельд. И там тоже везде у нас были какие-то идеи на опережение, но в итоге, в общем, я их потом сам практически все сыграл. Вот это, кстати, интересный момент. Люди тоже часто спрашивают, что происходит, если ты кому-то помогаешь, можешь ли ты сам это играть. Вот в команде Магнуса у меня, по крайней мере, всегда так работало, что это обсуждалось отдельно. И, ну, конечно, от того, как вы договоритесь, зависела оплата. И вот у меня работало так, для меня почему эта вся работа была еще очень выгодной, что мы как-то договаривались, что условно то, что мы смотрим в моих дебютах, то, что вот я сам приношу, мы углубляем, я после матча играть могу. Ну и как следствие, понятно, что если Магнус там начинал играть практически весь мой репертуар, то в принципе мне было замечательно, да, то есть просто, ну, на меня работала там лучшая команда в мире, да, и как бы мне за это еще платили деньги, я потом шел и вместе с ним там применял все эти идеи. В общем, мне это, конечно, очень много дало. Возвращаясь к дебютной подготовке, еще у нас были белые. Белыми дела обстояли не так здорово, как и, в принципе, всегда. Ну, белые во что упирались? Я тогда был страшным фанатом хода c2, c4. И мы к матчу готовили c4 очень много, едва ли не главным своим дебютом считали. То есть у нас белые выглядели так, что вот в d4, ну, мы ожидали в первую очередь какой-то ферзевый гамбит. Всегда подготовка к матчам начинается с попытки найти белыми идеи в Немцовича. Нам не удалось. Поэтому, значит, все-таки ферзевый гамбит. Каталон я предлагал уже тогда. Магнус сказал, что ненавидит слона на g2. Окей. Значит, поэтому конь c3. Ну и, конечно, мы разные дебюты смотрели. Везде какие-то идеи были. Но мы правильно ожидали, что наиболее вероятен, наверное, ферзевый гамбит. Вот, и здесь после e3 наиболее вероятно, наверное, c5, dc. Ну и вот у нас какая-то была, типа полуидея у нас было на одном из главных направлений. Это там тоже, когда будет партия ферзевым, я там расскажу, в чем была идея. В любом случае, понятно, что
В общем, черными тут уравнивать проще, чем белыми бороться. Перевес Фаби, кстати, они придумали там очень тоже классную идею, которую компьютер тогда не писал, и нас озадачили в дебюте, вот когда Магнус Ферзевый белыми попробовал, они там быстро сыграли в ничью, но справедливости ради, честно говоря, там и наша идея была не фонтан. В Е4, ну вот какая-то там на русскую, что-то вот будет как раз партия, которую Магнус чуть не проиграет, но реальной идеи у нас не было. Там будет партия, где он один раз, по-моему, выйдет вот в этот эндшпиль, там с ферзь Е2, ферзь Е7, конь F4, там как-то... Причем, ну, это там и на скорую руку все Питер Хайна Нильсон ему сделал файл, то есть мы были уверены, что он так играть не будет. На всякий случай, как опцию ему это дали, он взял и так сыграл, потому что мы были озадачены. И, в принципе, мы считали, что вот главный наш ход это c4. И в c4 тогда теория выглядела так, что... Ну, понятно, что мы смотрели не только ход e5, но там e5 условно ход главный. И в линиях, которые сейчас считаются... самыми важными, ну вот слон b4, конь d5 мы тогда очень много смотрели, и в принципе, чем дольше мы смотрели, тем больше мы понимали, что этого скорее всего не будет. То есть у белых тут была россыпь какая-то идея, понятно, что если люди внимательно посмотрят, они так ходить не будут, будут ходить скорее d5, cd, конь бьет d5, слон g2. Ну и вот раньше считался главным ходом ход конь b6, мы его тоже много смотрели, я тут предлагал играть свою какую-то линию с ладья b1, по-моему. Что-то смотрели еще, но в принципе по исполнению конь b6 нам казались как бы игровыми. b3, вот тут уже тогда мы ход смотрели, тоже он мне нравился. В общем, здесь казалось, что все интересно, но уже тогда появился ход слон c5. Он считался как бы модным, новым и главным. И здесь после рокировок на тот момент вот состояние теории было, что белые ходили d3, и черные долгое время пробовали слон b6. Это ход, в принципе, нормальный вполне. И белые здесь, вот это была моя партия с Корякиным, здесь важно, что взяли b4, белые пробовали. В общем, здесь нам казалось, ну, понятно, что у черных нормально, но, в общем, идеи у нас были. И вот появился только-только ход ладья e8, который, ну, мы тоже понимали, или, может быть, это даже была новинка, которую мы очень ждали, то есть нам казалось очень логично, что, в принципе, зачем ходить слон b6, если это допускает b4, почему не сделают другой ход, и во многом на ладья e8 мы свое время тратили, ладья e8 действительно Фаби в первом же английском и сыграл, у нас тут разные какие-то попытки были, там в первой партии Магнус, по-моему, слон d2 будет играть, потом вот мы пробовали слон g5, мою какую-то кривую идею. Кстати, вот, в принципе, из-за слон g5 и конь g5 сейчас в этой позиции главным ходом стало h7, h6. И в принципе, как я понимаю сейчас дебютную теорию, это вот главная проблема белых во всем английском. То есть это вот, как ни странно, именно вот e5, d5, слон c5 и вот здесь именно h6, это главный такой сейчас блок вообще белых, что это вот наименее такая, что ли, перспективная позиция для белых во всем английском. То есть что-то пробовать здесь можно, но особой идеи нет. Ход h6 почему-то, как ни странно, он вроде скромный, но многие какие-то там даже не самые корректные попытки белых он как бы обрубает, и на самом деле, ну, у белых нет особой идей. Как-то можно, тут там слон d2 люди пробовали, где-то там бить и конь d2 люди пробовали, ну, в общем, h6 такой ход очень, очень надежный. Тогда ход а6 нам в голову, честно говоря, не приходил, то есть эта линия только-только появилась, понятно, что, ну, проверяли более естественные ходы, такие как ладья e8 и слон b6, и, собственно, то же самое происходило и с другой стороны. Ну, вот это вкратце, наверное, так, конечно, мы по ходу партии будем там что-то углублять, но, в принципе, вот с такими планами мы на этот матч пришли. Ничего особо другого. Ну у нас какая-то была вот, было полпопытки еще вот в этом, значит, английском с e4. Что же мы думали, что одну партию можно сыграть как-то. То есть тогда тут слон c5, конь бьет e5 казалось довольно опасно для черных. Хотя тоже вариант нормальный. Так, кстати, Фаби сыграет с Магнусом потом на острове Мэн, мне кажется, в 2019 году и сделает ничью довольно уверенно. Но главный ход я считал слон b4, вот d3, d6. И что-то вот эти позиции мы тоже немножко смотрели. Тут и слон Е2, и где-то там А3 мы пробовали, и Ж3. В общем, ну как-то там на одну партию выйти из дебюта мысли были, но большого восторга все это не вызывало. Зато мы были очень довольны своим черным цветом. Ну так, наверное, все матчи, в принципе, устроены, что черными вы до зубов там вооружаетесь там самыми разными форсированными и позиционными ничьими.
а белыми пытаетесь как-нибудь просто завязать игру. Ну вот мы себя чувствовали в этом смысле более-менее уверенно. И на момент начала матча мы были, в принципе, очень оптимистичны. Нам казалось, что мы классно поработали, что у нас море идей, и что все будет хорошо. А что было дальше, вы узнаете в следующем выпуске, друзья. До новых встреч.